Приветствую вас на канале Техревизор. В рейтинге собраны лучшие графические планшеты на 2024 год для дизайнеров, художников, ретушеров, аниматоров, игроков ВОСу и фрилансеров. Графический планшет – штука непростая. Кому-то заменяет холст, а кому-то мышь, влияя на эффективность взаимодействия с пером в целом. Поэтому тут важно сделать правильный выбор, чтобы планшет не работал криво, с подергиванием и разрывами. А нужно, чтобы еще и удобно пользоваться было, и чтобы без переплаты за лишние функции, но при этом купить хороший графический планшет. В общем, со всем этим вам разбираться не придется. Вы просто вникайте в рейтинг, в котором я сейчас расскажу обо всех участниках, и потом просто выберите под ваши задачи подходящий графический планшет. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем рейтинг графических планшетов с Wacom One Small. Это бюджетный планшет от топового производителя в своей нише. Его можно рассмотреть как недорогой вариант для первого учебного планшета. Просто попробовать, что это вообще такое и может ли оно быть полезным. Собственно, Wacom его так и позиционирует. Просто графический планшет для художника начального уровня. Итак, пройдемся по параметрам. Посмотрим, на что он вообще способен. Ну, во-первых, Wacom небольшой. Его рабочая область, на которой можно рисовать, 152 на 95 мм. Грубо говоря, формат страницы А6. Этого хватит для любительских рисовалок и офисной работы, да и много места на столе не займет. Подключайте к ноуту по USB-проводу и довольствуйтесь. Далее, разрешение. Оно измеряется в LPI, количество линий на дюйм. В основном бывает на 2540 LPI и 5080 LPI. Чем больше, тем точнее рисунок получается на экране. У этого Wacom разрешение 2540 LPI. Его хватит, чтобы подключать планшет для рисования или работы к ноутбуку или монитору на 24-27 дюймов и с комфортом работать стилусом. Кстати, что там по стилусу? Тут в первую очередь смотрим на количество уровней нажима. Они определяют, насколько точно вы сможете регулировать уровень нажима на стилус, создавая толстую или тонкую линию. Конкретно у Wacom One Small 2048 уровней, которых с головой не только для новичка, но и для некоторых опытных спецов. Нужно ли заряжать стилус? Нет, это перо пассивного типа, которое заряжается, пока вы работаете на планшете. Распространенный тип стилуса, что только добавляет удобств. Рисуйте себе и не заморачивайтесь с уровнем заряда. Только наконечники меняйте со временем, как будут израсходоваться. Тут в комплекте идет 3 штуки. На то, как быстро эти наконечники стираются, влияет много факторов. Вот так и назовешь примерный срок службы. Но вы и сами поймете, когда вам станет неудобно им рисовать. На 5-е место поставил XP Pen G640. Стоит тех же денег, только выходит немного интереснее по характеристикам. Планшет начального уровня, подойдет для базовых задач. Порисовать, когда скучно, фотку обработать, в офисных приложениях посидеть, в АСУ поиграть, да хоть просто подпись поставить. У XP Pen G640 такого же размера рабочая поверхность, 152 на 100 мм. Только на нее приходится разрешение повыше, 5080 LPI. Поэтому работать на нем будет немного поудобнее на мониторе с 4К разрешением. Хотя если вы берете планшет в первый раз, то разницы между разрешением в 2540 и 5080 LPI не заметите. А вот если хочется апгрейднуть свой старый планшет, тогда поймете, в чем прикол. Стилус тут тоже поинтереснее. У него 8192 уровня нажима. Это как у флагманских моделей. То есть прям очень чувствительный, подойдет для тонкой и детальной прорисовки мелких деталей. А так перо тоже в зарядке не нуждается. В комплекте к нему вообще 20 наконечников идет. В рейтинге ни у кого больше нет, поэтому рисовать и рисовать еще. Сам планшет небольшой, много места на столе не занимает. Подключается по проводу. На корпусе дополнительных кнопок нет. На них обычно назначают какие-нибудь действия для быстрой работы. Но зато здесь ничего не мешает пользоваться левшам. 4-е место занимает Haion Inspiroy H640p. Тут есть 6 кнопок по левой стороне. Кому-то удобно назначить на них отмену действия, переключение между инструментами или еще какую команду. В общем, комфорта прибавляет при правильной настройке. А то тех несколько кнопок на стилусе может не хватать. Базово планшет таких же размеров, только немного другого дизайна. Рабочая область слегка больше.
160 на 100 мм. Для рисования на ноутбуке или обычном мониторе на 24-27 дюймов этого хватит. Для 4К и широкоформатных мониторов, конечно, хотелось бы побольше места. Но вот так для самого обыкновенного сетапа достаточно и таких габаритов. Плюс разрешение тут что надо – 5080 LPI. Поэтому для прорисовки, работы и ASU хватит уж точно. Перо хорошее, на 8192 уровня нажатия. Тоже заряжается от планшета, в этом плане ничего нового. Впрочем, сам планшет не то чтобы из другой лиги. Бюджетный, простой, из недорогого пластика, который подстерется к тому времени, когда вы решите перейти на планшет уровнем выше. Ну или не сотрется, если вы просто не выкупите фишку и продолжите юзать мышку. Кстати, наконечников тут поменьше будет. В комплекте идет держатель для пера. И в этом держателе прячутся 8 сменных наконечников. Не 20 штук, но вы их еще попробуйте стереть. Это только кажется, что не так много. В общем, по бюджетным планшетам смотрите на эти 3 варианта. А если ищете что-то поинтереснее, имея уже какой-то опыт и понимание происходящего за плечами, можете глянуть на следующие варианты. Тройку лучших открывает Hayon Canvas Pro 13. Вот что называется интерактивный дисплей или графический монитор. Он уже и денег других стоит, и принципом работы отличается. Никакой офисной рутины на таком обычно не выполняют. По сути, это планшет для рисования, на котором прям берешь и рисуешь сразу в программе. Даже смотреть в подключенный ноут не обязательно. Можно, например, на ноуте картинку открыть и срисовать. А можно и там вывести рабочий стол. В общем, кому как. Изначально тут бросается в глаза рабочая область 293 на 165 мм с разрешением 5080 LPI. То есть это сам экран со встроенной матрицей на Full HD. А именно планшет размером уже 388 на 219 мм. Получается приличная такая доска, которую не очень удобно использовать в дороге или в кафе. Дома разве что будет комфортно. Поэтому Canvas Pro 13 не самый мобильный вариант. Но про удобство все равно подумали. В комплекте идет специальный чехол, который регулирует положение планшета. То есть его можно под углом вертикально поставить, если нужно, а не просто на стол плашмя кинуть. Еще на корпусе есть 4 кнопки плюс вертикальная сенсорная панель, чтобы мотать рисунок туда-сюда. Ну и 2 кнопки на стилусе. По умолчанию одна кнопка назначается ластиком, вторая правая кнопка мыши. Стилус хороший, точный, на 8192 уровня нажатия. К нему претензий не возникает. В комплекте идут еще 10 запасных наконечников. По итогу это приличный такой по размерам экранник для тех, кто хочет рисовать именно на экране, а не на планшете, дублируя происходящее на дисплее ПК или ноутбука. Но учтите, что за такие возможности и денег других требуют. На втором месте Wacom Intuos M Bluetooth. Это именно графический планшет без встроенного экрана. Хороший вариант для уже бывалых спецов, дизайнеров и художников, которые попробовали хотя бы какой-то планшет и понимают, что приблизительно от него хотят. В первую очередь Wacom Intuos понравился размером рабочей области – 216 на 135 мм. Конечно, он поменьше прошлого экранчика будет, но тут и разрешение ниже – 2540 LPI. Стоит ли заморачиваться, если у вас обычный ноутбук или монитор с разрешением до 2К? Нет. Подойдет ли разрешение 2540 линий на дюйм для реального спеца, рисующего на профессиональном 4К мониторе за 100К? Вряд ли. Далее, как по мне, самое удобное – беспроводное подключение. Графический планшет подключается по Bluetooth. Задержек при работе это не создает, поэтому можно занимать удобную для себя позу, не привязываясь метровым кабелем к расстоянию от ПК. Еще на планшете есть 4 дополнительных кнопки. Тоже настраиваются, могут пригодиться. Ну и обычный стилус. Он определяет 4096 уровней нажима, что в 2 раза меньше, чем у прошлого участника. Ну и если до этого вы пользовались графическим планшетом с такими же параметрами и их вам с головой хватает для качественной работы, то и суетиться лишний раз не надо. К чему эта переплата за избыточные характеристики? Получили большую рабочую поверхность, беспроводное подключение, базовый функционал, и этого хватит как художнику, так и дизайнеру, аниматору или кому еще там. Лидером рейтинга стал XP Pen Deco Pro Medium. Вот это уже довольно-таки жирный агрегат. Как по мне, лучший по соотношению цена, качество, функционал. Первое. Подключается по Bluetooth 5.0, а это сразу плюс 100 к удобству и выбору интересной вдохновляющей позы для творчества или работы. Хоть в 3-5 метрах сидите от головного устройства. А еще он легкий, удобный, тонкий. При этом планшет держит батарейку около 10 часов, а заряжается примерно за 3,5 часа. Так что зависать на зарядке не придется. Можно и в перерыве поставить дополнить энергию, а можно и просто на ночь оставить. Второе. Огромная рабочая площадь.
279 на 152 мм. Да, не всем нужны такие размеры, но кому нужны, те в курсе. А те, для кого это откровенно дофига, смотрите на 5 прошлых участников. И еще один плюс. Никаких компромиссов по разрешению планшета или чувствительности нажима. Тут просто максимальные параметры в 5080 LPI и 8192 уровня. Это подойдет даже для максимального сетапа крутого иллюстратора, художника, ретушера и 2D, 3D дизайнера. Плюс к тому, вон какой интересный функционал. Есть целых 8 кнопок и вот такая вот кнопка-колесо. На 8 кнопок, конечно, не назначишь быстрый доступ к каждому инструменту в каком-нибудь фотошопе, но на самые основные должно хватить. Плюс еще есть вот этот роллер, который и просто нажимается, и крутится. В общем, про эргономику XP Pen не забыли. Поэтому, если вам нужен здоровый графический планшет с жирным функционалом как для специалистов в своей области, еще и за адекватные деньги, то можете остановиться на XP Pen Deco Pro Medium. А если интересует графический планшет с дисплеем подобного уровня, то вот напоследок посоветую XP Pen Artist Pro 16. Он, само собой, подороже. Из минусов подключается только по проводу, но из плюсов еще больший размер рабочей области 341 на 192 мм, топовое разрешение 5080 LPI, 8192 уровня нажатия для стилуса, также 8 кнопок с колесом и огромный экран для рисования. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.